Водопад, по которому бежит парное молоко. За все берутся деньги. Вся самая высокая номенклатура Советского Союза здесь находилась. Ну прям совсем не страшно. Водопад Девичьи слезы. Капает водичка, можно умыться. Вот такие вот размытия в скале. От Девичьих слез мы садимся в наш автомобиль и продолжаем движение по экскурсионному маршруту. Поехали. Это стеклянный мост над рекой Бзыпта. Вот такой вот мост. Можно пройти. Видно реку, бурлящую, потоки. Так выглядит Голубое озеро по пути на озеро Рицу. Вот такая вот прозрачнейшая вода голубого цвета. Очень красиво. В Голубом озере находится вот такой родник в виде кувшина. Из него можно попить воды, умыться в жаркий день. Озеро с высоты. Фотографии с павлинами, в попахах, по 100 рублей. Прям из горы, из пещеры выходит река. Очень красиво. Идем дальше. На нашем пути встречаются подвесные мосты, по которым можно пробежаться над рекой. Конкретно этот закрыт, но будут другие. И вот он, очередной подвесной мост. Сейчас по нему пробежимся. Плавненько, плавненько пробежимся по подвесному мосту. Вот таким вот образом мы проходим. Все шатается. Держим телефон в кармане, чтобы не выпал. И идем до середины реки. Дальше, думаю, смысла идти нет. И вот такими вот 7-мильными шажочками мы идем по подвесному мосту. Здесь мы видим на середине моста флаги Абхазии и России. И продолжаем движение по мосточку. Такая вот бурлящая горная речушечка. И совсем не страшно. Ну прям совсем не страшно. Вообще впечатляет, конечно. Ну так, немножко адреналина. Также над рекой есть зиплайн, тарзанка и услуги рафтинга. Можно сплавляться.
Юбшарский каньон, каменный мешок, отвесные скалы, красотища. Также находится вот такая вот лесенка, можно по ней подняться наверх и посмотреть с высоты на скалы Юбшарского каньона. Эхо, аж уши режет. Привет любителю мороженого. Привет. Даже на Юбшарском каньоне мы кушаем мороженое. Да, где было? В Волгограде одно, в Тамбове второе и здесь третье. Да. Пожалуй, вкуснее всего. Абхазское мороженое самое вкусное. За все берутся деньги. Даже за подъем к фигуре орла и то 50 рублей стоимость. Ну, я уже не говорю про фото с павлинами, фото в попахах. В подножии Юбшарского каньона проходит речка Зыб. Вот она, горная река, берущая начало у озера Рица и впадающая в Черное море. Сама по себе дорога на озеро Рица очень красивая. Здесь и родники, и водопады, и горная река, медовые пасеки, скалы отвесные. Топчик. Ходим на очередную смотровую площадку, которая называется «Прощай, Родина». Сделана в виде креста. И вот такие вот прекраснейшие виды на горы открываются с этой смотровой площадки. Кстати, очень закладывает уши уже. Мы на высоте 824 метра над уровнем моря. А это озеро Рица. Парковая зона дачи Сталина. Въехали на территорию. Дача Сталина на озере Рица. Давайте попробуем зайти внутрь и посмотреть, что здесь внутри. Кухня. Сталин находился
режиме абсолютно один. Охрана была на улице численностью в 300 человек. Сталин выбирал место посередине так, чтобы мог видеть происходящее на улице. Точнее, наблюдал за своей охраной. Пианино привезено сюда из Зимнего дворца по распоряжению Сталина, по его желанию. Большой банкетный стол, действующая радиола, привезенная Брежневым в его времена. Во всем доме всего одна люстра, так как Сталин не любил яркий свет. Купался Сталин вот в этой ванне с морской водой, которую привозили, разумеется, с моря. И вода здесь долгое время оставалась теплой, потому что ванна специальная, термическая, и вид из ванны. Спальня Сталина. Такой вот дом зеленого цвета. Здесь можно подняться по ступеням. Вся самая высокая номенклатура Советского Союза здесь находилась. Здесь бывала, здесь гостила. Ну и как мы любим, прикоснемся к истории. Иосиф Виссарионович Сталин, его дача. Здесь вот проводились званые обеды, ужины, наверное, были завтраки с видом на озеро Рицу. Позавтракав с летней веранды проходили на следующий балкончик, наслаждаясь прекраснейшей природой, прекраснейшими пейзажами, которые предоставляет озеро Рица в Абхазии. Просто космос, просто супер. Зачет. Нравится. Дачу и дорогу строили в 45-46 годах примерно 3000 пленных немцев. Они приехали. Что нужно делать? Нужно быстро кому-то сообщить. Первый, я второй. Они на территории. Перехват. А вот Сталин лежит на скале. Вот лоб, нос, рот, подбородок, усы, шея и грудь. Вот так вот. Входной билет на дачу Сталина 200 рублей. Пирс на даче Сталина. Вот такая вот красотища. Спуститься вот по такому пирсу, подойти прямо к воде. Давайте попробуем. Почему попробуем? Мы это сделаем и подойдем. Такие вот ступеньки. Вот так. И прямо обрыв для посадки на корабль. Абхазия, озеро Рица. Стоимость 500 рублей, билет для взрослого. Вот можно по озеру Рица походить на такой боевой настоящей галере. Можно покататься на качели, цена 200 рублей. В истории дачи есть мостик, вход на который закрыт. Под ним речушка горная берет свое начало вот там вот высоко-высоко в горах, которая впадает в озеро Рица. Как ваше настроение на экскурсии? Отлично. И вот такая вот панорама озера Рица с таким обрывом и вот с такой вот красотищей. Неописуемо красиво. Ну а вот еще одна смотровая площадка, но здесь уже с акцентом на горы. Еще один обрыв и еще одна великолепнейшая смотровая площадка на озеро Рицу.
Водопад, по которому бежит парное молоко. Поэтому он так и называется молочный. Находится водопад уже на территории дачи Сталина. Это была закрытая территория в советские времена. Действительно, если приглядеться, то вода прямо как молоко, цвет молока. От молочного водопада продвигаемся дальше, садимся в машину и продолжаем нашу экскурсию. Ехали в Гудауту. Гранд-отель «Россия» в Гудауте. 18-этажное новое здание. Еще не введено в эксплуатацию, но скоро будет открытие. Путешествуем по Гудауте. Очень красивый город, ухоженные улицы, уложен новый асфальт, брусчатка. Прекрасный город. А за моей спиной пляж города Гудауты. Такой вот корабль, уходящий в море. Такой обычный абхазский дом. Заехали в гости в Гудауту. Здравствуйте. Домашний компот. А вы чай если яблоки. Алыча с яблоками. Вкуснота. Орех-фундук можно сорвать и съесть. Заехали на приусадебный участок. Вот такие вот плантации у обычных садоводов в Абхазии, в Гудауте. Уже и яблоки белый налив, и орех-фундук. А вот так вот цветет фейхоа. Вот такие вот цветочки. Ну а это мандариновое дерево. Ну а это алыча. Идем дальше. Еще и бычки у нас абхазские здесь. А это апельсиновое дерево. И на нем, вот там, если приглядеться внутри, сидят куры. Как на насесте. А это мандариновое дерево.
Здесь видны плоды. Вот, будущий вкусный оранжевый мандаринчик. Гудаутский винзавод. Заходим внутрь. Такая вот территория винзавода в Гудауте. Вот это внутри тоже. Такой вот разливочный цех винного завода в Гудауте. Вот таким вот образом делается вино в Абхазии. И только что мы видели, как разливают вино по бутылкам. Приключения продолжаются. У нас закончился бензин между Гудаутой и Гагрой. Будем искать заправщика. Но теперь будем, наверное, ловить попутку и доезжать до заправки. Там покупать 5-литровую канистру воды, ее выливать прямо там на пол и в нее набирать бензин. Наверное, это наше решение. А в горах уже темнеет, а бензина все нет и нет.